Во-первых, у нас нет ядерного оружия. Во-вторых, если потребуется, то мы его применим. Уверен, многие из вас слышали это выражение премьер-министра Голды Меир во время войны Судного дня, когда коалиция арабских стран вторглась в Израиль. Итак, 14 мая 1948 года провозглашено создание государства Израиль, и буквально на следующий день коалиция арабских стран Ирак, Ливан, Иордания, Сирия и Египет вторгаются в страну. Началась первая арабо-израильская война. Израиль выстоял и разгромил коалицию арабских стран, но потери были колоссальные. Кстати, многие о той войне говорят, что Израиль разгромно побеждает арабские страны, да, но при этом забывают, что население страны в то время было немного меньше, и в войне погибает более 6000 израильских солдат, а это целый 1% населения всей страны. Население тогда было 600-700 тысяч человек. Для молодой страны стало очевидно, выживание не гарантировано, тем более прошло всего пару лет после Второй мировой войны, после истребления и геноцида. Израиль просто не мог допустить ошибку. Сразу после создания государства первым премьер-министром Израиля становится Давид Бен-Гурион. Именно он закладывает первые основы ядерного щита страны. Его логика была проста. Без крайней меры мы не выживем. Он также утверждал, что будущее еврейского народа зависит не только от армии, но и от технологического превосходства. Бен-Гурион прекрасно понимал уроки Хиросимы и Нагасаки, и что ядерное оружие стало абсолютным фактором силы, который полностью меняет баланс сил во всем мире. В 1948-1949 годах он начинает обсуждать с ближайшими советниками возможность создания собственной ядерной программы, и уже в 1949 году появляется Израильская комиссия по атомной энергии. Ее возглавил ученый-химик Эрнест Давид Бергман, беженец из нацистской Германии и специалист мирового уровня. Позже его назовут отцом израильской ядерной бомбы. И да, теперь важный момент, чтобы понять, почему Давид Бен-Гурион так спешил. У Израиля не было так называемой стратегической глубины. Что это значит? Территория Израиля составляет всего 22 тысячи квадратных километров, а тогда еще меньше. Это очень мало. Для сравнения, малюсенькая Беларусь почти в 10 раз больше. В случае вторжения армии противника буквально за несколько часов, ни недели, ни дней, часов, могли бы дойти до центра страны. Армии арабских стран превосходили Израиль числом в десятки раз. Давид Бен-Гурион ясно видел, в прямом столкновении Израиль долго не выдержит. Значит, нужна была сила другого порядка. Сила, которая не меряется количеством танков и солдат. По его словам, Израиль должен был обрести оружие возмездия, такое, перед которым враг остановится, даже если будет уверен в своем численном превосходстве. И тогда Бен-Гурион делает ставку не только на армию, но и на науку. Профессора, доктора, ученые-химики и физики-ядерщики должны были стать не только интеллигенцией, а щитами страны, гарантом ее выживания. Давайте поговорим, кто был отцом ядерной бомбы Израиля. Эрнест Давид Бергман. Вам это имя, скорее всего, ничего не говорит. Он был немецким евреем, химиком-органиком, который в истории Израиля останется как отец израильской бомбы. Он родился в 1903 году в Карлсруэ в Германии, получил блестящее образование, изучал химию, защитил докторскую диссертацию и преподавал. Но с приходом нацистов к власти его судьба изменилась. Как и многие еврейские ученые, он оказался под угрозой. В 1933 году, после прихода Гитлера к власти, он бежит из Германии. Сначала он перебирается во Францию, а затем в подмандатную Палестину. Там он присоединяется к научным проектам еврейской общины. Когда Давид Бен-Гурион задумал атомный проект, именно Бергман стал его ключевой фигурой. В 1949 году он возглавил Израильскую комиссию по атомной энергии. Забегая чуть вперед, лишь скажу, что проект с самого старта был закрытым, даже внутри правительства. Многие министры вообще не знали, что строится параллельная ядерная инфраструктура. Бергман разработал научную базу будущего проекта. Его задача была двоякой – создать собственные лаборатории, кадры и инфраструктуру внутри Израиля, найти союзников за рубежом, страны, готовые помогать в исследованиях. Когда евреи переезжали в Палестину, они перевозили с собой свой капитал, имущество, деньги, что, конечно, в будущем повлияло на экономический рост Израиля. Но
В 20 веке подмандатная Палестина – это бедная пустынная территория, населенная преимущественно бедуинами, арабами, евреями, друзами, арабскими христианами и другими народами. То есть ни о каких реакторах и лабораториях и речи не шло. Израильская комиссия по атомной энергии не имела ни таких денег, ни тем более то, что я ранее перечислил. Все начиналось почти с нуля. Бергман создает первые исследовательские центры в Тель-Авиве при еврейских университетах и начинает собирать команду молодых ученых. И вот в пустыне Бергман говорит: Здесь будет ядерный реактор. главным научным домом всей команды по разработке атомной бомбы становится институт Вайцмана в Рейховите. Того самого Вайцмана, первого президента Израиля и одного из отцов-основателей. Там создается отдел радиационной химии, официально для мирных целей. Но на самом деле это был первый шаг к военной ядерной программе. На дворе Вторая мировая война, и сотни тысяч евреев бегут от преследования. Таким образом, в Израиле прибывает огромнейшее количество блестящих еврейских ученых, беженцев и выживших после войны. Бергман их буквально перехватывал и привлекал к программе. А теперь представьте, многие из них бежали от нацистов и хорошо знали, что такое беспомощность. Это делало их гораздо более мотивированными работать на безопасность Израиля. Так в стране появился целый костяк физиков, ядерщиков и химиков. Я никого не нахваливаю, но если мы посмотрим, то у евреев особая предрасположенность к науке. Эйнштейн, Бор, Сахаров, также Фейнман, один из создателей квантовой электродинамики. Благодаря ему мы стали понимать частицы, и поэтому у нас в руках айфоны, компьютеры, электрокары, да и все, что связано с электрикой. Без его работы 21 век мог бы быть другим. Про Перельмана вы слышали. Это тот бородатый дядечка с улиц Питера, который отказался от $1 миллиона и Нобелевской премии за то, что доказал математическую гипотезу Пуанкаре, одну из 7 самых главных задач тысячелетия. Там простому человеку и 0,01% не понять. Но вот он ее доказал. Ну а современные, вы знаете, Марк, самая популярная соцсеть мира, Сергей Google, Сэм Альтман, ваш любимый чат GPT, Яков Зив, один из создателей алгоритма LampZIF для сжатия данных. Благодаря ему есть Zip, PNG и GIF. Ну а мы вернемся к Бергману. Бергмана часто называли теневым монстром, а также он был очень приближенным к Бен-Гуриону человеком. Многие говорили, что он фактически входил в ядерный кабинет, при том, что он не занимал никаких политических постов, но имел колоссальное влияние на стратегию Израиля. Все мы знаем, что первая ядерная страна — это США, и Израиль пытался наладить, назовем это, ядерные отношения с Америкой. Но дела там шли не очень, да и вообще в то время их отношения были весьма натянутыми. Поэтому Израиль обращается за помощью к 4-й ядерной державе мира, с которой у Израиля были, во-первых, общие враги — арабские страны. Второе, у этой страны было много колоний в Африке, где добывали урановую руду, основной компонент для создания ядерной бомбы. А также у этой страны был большой опыт в реакторостроении. Да и сама страна недалеко была. Уже догадались, о ком я? 3 секунды. Я про Францию. А так как Бергман был еще и искусным переговорщиком, с Францией он наладил потрясающие контакты. Все это позже сыграло решающую роль в строительстве реактора в Димоне. К этому мы скоро дойдем. Бергман считал, что без оружия возмездия Израиль обречен. В отличие от многих ученых, которые выступали против милитаризации науки, таких как вышеупомянутые Эйнштейн, Нильс, Фредерик Кюри и даже Сахаров, отец водородной бомбы СССР, Бергман был сторонником применения ядерного оружия именно в военных целях. Он убеждал политиков, что Израиль обязан инвестировать в науку намного больше, чем ранее, и что ядерные исследования — это не фантастика, а реальный путь к безопасности еврейского народа. И вот поэтому позже его прозвали отцом израильской ядерной бомбы. Если подытожить, после назначения Бергмана началась научная мобилизация, создание первых лабораторий, набор кадров и поиск сотрудников. Это стало фундаментом, без которого не было бы ядерного щита Израиля.
Итак, на дворе 1956 год, и как мы помним, Израиль со всех сторон окружен врагами. На Ближнем Востоке назревает новый конфликт. В ходе военного переворота к власти в Египте приходит военный диктатор Гамаль Абдель Насер, который национализирует Суэцкий канал, жизненно важный путь для торговли и поставок нефти. Что такое Суэцкий канал? Суэцкий канал, если кто не знает, это искусственный водный путь, соединяющий Средиземное и Красное моря. Его значимость заключается в том, что он сокращает морской путь между Европой и Азией на 1000 километров, и кораблям, как ранее, не надо огибать весь африканский материк, что делает его ключевым маршрутом для мировой торговли, транспортировки нефти и товаров. И вот Франция и Великобритания планируют специальную военную операцию. Израиль, который чувствует постоянную угрозу со стороны Египта и Сирии, видит возможность укрепить свою безопасность. Последний, имею в виду Израиль, заключает секретное соглашение с Францией. О чем это я? Страна получает обещание. Израиль помогает Франции в борьбе с Египтом в обмен на сотрудничество в атомной сфере. В октябре 1956 года Израиль вторгся на Синайский полуостров. Синайский полуостров — это там, где вы едете отдыхать в Шарм-эль-Шейх. За Израилем последовали Великобритания и Франция, заявив, что их цель – разделить стороны и обеспечить свободный проход через канал. Но настоящие намерения мы, конечно, понимаем. СССР и США резко осудили военную операцию. США даже угрожали санкциями Великобритании и Франции. Да-да, и такое было. А Советский Союз предлагал Египту военную помощь. Забегая чуть вперед, скажу, что под давлением США и СССР, которые стали играть роль главных регуляторов мира, страны-агрессоры отступили, и Суэцкий канал остался под властью Египта, который начал получать просто сумасшедший доход и играть ключевую роль в мировой торговле нефтью. У вас, наверное, возник вопрос, почему Франция продолжала помогать Израилю строить ядерный реактор, несмотря на полное поражение в Суэце? Я вас прекрасно понимаю. Смотрите, не друзья по симпатии, а общие интересы. Как мы уже знаем, Франция в середине 1950-х была втянута в большое противостояние с разными арабскими странами, и в первую очередь с Египтом. И вот этот самый Гамаль Насер активно поддерживал антиколониальные движения Франции, в первую очередь в Алжире, отказываясь от сотрудничества с Парижем. Поэтому Париж рассматривал Насера как прямую угрозу своим интересам в Северной Африке и во всем регионе. Именно этот конфликт сделал Египет и Францию активными союзниками против общего врага. Если честно, Франция и до Суэцкого кризиса активно поставляла Израилю оружие и видела в Тель-Авиве не просто покупателя, а стратегического партнера. Сотрудничество приносило французской промышленности заказы и укрепляло политическое влияние Парижа на Ближнем Востоке. После событий на Суэце у Франции появилось и чувство долга, и некоторый расчет. Сохранить влияние в регионе, иметь надежного союзника против Насера и сдержать рост советского влияния в регионе. Франция видела в Израиле щит против растущего влияния Москвы. Советский Союз подпитывал силы арабских государств, и по мере их укрепления усиливался и сам СССР. А Израиль мешал этому балансу склеиться в пользу Москвы. И в ответ на израильскую военную поддержку Париж пошел на серьезную технологическую уступку. В благодарность Франция согласилась помочь построить реактор в Димоне и сопутствующий завод по переработке плутония, заложив тем самым основу будущей инфраструктуры Израиля. Официальная версия гласит: текстильная фабрика. По-настоящему крупнейший ядерный реактор на Ближнем Востоке. После Суэцкого кризиса Израиль получил от Франции не только политическую и военную поддержку. Тель-Авив вошел в прямое техническое сотрудничество с французскими атомщиками. При активном участии израильских политиков, в том числе Шимона Переса, как представителя Министерства обороны и руководства комиссии по атомной энергии, Франция помогла спроектировать и достроить в Негеве комплекс, который по масштабу и возможностям не был простой научной лабораторией, а шел по образцу французских ведущих реакторных объектов. Место — пустыня Негев. Город Димона. Конечно, это было выбрано намеренно. Удаленность, немноголюдность, возможность уединенного строительства. Официальная версия звучала уж очень невинно.
текстильная фабрика и мирный научный комплекс. Там на табличках даже было написано «мирные исследования». А на стройплощадке были грузовики и строительные краны. Все, чтобы прикрыть настоящую цель работ. Но внутри заложили куполообразный реакторный корпус, здания для обработки обработанного топлива и объекты, характерные для серьезного ядерного комплекса. Мы уже знаем, что его строили французы, но как? И кто этим занимался? Проект реализовали французские технические команды, филиал SEA и его подрядчики. Что за SEA? CEA. Французский исследовательский институт, который занимается чем? Все правильно. Изучение атома в промышленных и военных целях. Стоит сказать, что были оформлены контракты и поставки и на мирные компоненты, что облегчало логистику и в первую очередь прикрытие. При этом создавалась жесткая служба охраны и режим секретности. Доступ строго контролировался. Части стройки декорировались под гражданские цели. Если вы знаете, ключевым элементом для работы атомного реактора является тяжелая вода D2O. Есть еще графит, но не суть. В конце 1950-х, начало 60-х Израиль приобретает партию тяжелой воды, которая изначально шла из Норвегии и через британские каналы. Эти поставки позднее получили огласку и породили скандал о двойных стандартах. Как вообще это работало? Когда одна страна что-то продает другой, в нашем случае назовем чувствительные материалы, оформляются специальные бумаги. В первую очередь сертификат конечного пользователя End User Certificate. Для сокрытия истинной цели такие бумаги подделывали или оформляли так, будто груз предназначен для мирных промышленных нужд или для третьей страны. То есть на бумаге все выглядело законно, но конечный адрес был другой. Вместо прямой поставки от экспортера к Израилю использовали цепочку из посредников и компаний в третьих странах. Это давало два преимущества. Во-первых, скрыть реального покупателя. Во-вторых, поставить товар через юрисдикции с более мягким экспортным контролем, где проверять не спешили. Чувствительные материалы могли сопровождаться другими названиями или классификациями, как химикаты, металлы для промышленности и так далее. Грузы перегружали, меняли маркировку, меняли документы, и все выглядело так, будто это обычная поставка товаров. Иногда план перевозки меняли в пути. Судно входило в нейтральный порт, груз перегружали на другой корабль, под другим флагом или изменяли маршрут. Это усложняло отслеживание и создавало возможность потерять груз из официальной учетной системы и затем получить его в другом нужном месте. Такие операции часто требовали координации разведки дипломатов и коммерческих агентов. Спецслужбы должны были находить надежных посредников, обеспечивать дипломатическое прикрытие и решать спорные вопросы внутри коридоров власти, а не публично. А какие спецслужбы могли этим заниматься? Думаю, вы догадались. Вот ссылочка на мое одно из самых популярных видео. Приятного просмотра. После этого, разумеется. Почему такие схемы работали? Да все просто. В 1950-60-х экспортный контроль был в десятки раз слабее, чем сейчас. А международные механизмы отслеживания слабее. Со временем журналистские исследования, утечки документов, показания свидетелей и сопоставление торговых записей позволили восстановить цепочки поставок. Так и всплыли истории вроде операции Плюмбут по поставкам тяжелой воды в Израиль через посредников. Операция Плюмбут. В переводе свинец, еще ее называют операция Пули. Но вот если очень подушнить, ее условное имя Плюмбат. Название происходит от латинского плюмбум, от свинцовых контейнеров, в которых обычно перевозят радиоактивные материалы. Именно так позже журналисты и историки окрестили одну из самых изящных и рискованных операций по поставкам того самого желтого кека – уранового концентрата. Итак, на дворе конец 60-х. В Израиле очередная война. Мне кажется, каждая глава в этом видео будет сопровождена какой-то войной. А именно, война судного дня. А во Франции правит генераль Шарль де Голль, который пришел к власти 10 годами ранее и не сильно любит Израиль. И сотрудничество, и уж тем более поставки компонентов из Франции в Израиль были аннулированы. Как уран попадает в Израиль? Большая партия переработанной урановой руды, порядка сотен тонн, оформлялась на бумагах как груз для европейской компании и грузилась в порту Антверпена на немецкое судно Штильсберг А. Я это никогда не произнесу. По официальным документам судно шло в Геную, но в море что-то пошло не так, что-то пошло не по плану, но судно исчезло из публичных отчетов. Возникла так называемая черная дыра в следах груза.
Спустя время это судно появляется в другом порту, без своего груза. По некоторым свидетельствам, контейнеры были перегружены на другое судно, уже связанные с израильскими интересами, и затем бесшумно доставлены в Средиземное море и далее в Израиль. По данным журналистских расследований и бывших участников, операцию координировали израильские спецслужбы с закрытыми технологическими подразделениями. В некоторых местах фигурируют имена Моссад и Лакам. Использовались подставные фирмы, фальшивая документация и маршруты с транзитными остановками. Все это позволяло обойти формальные проверки и экспортные ограничения того времени. Эта операция была не только логистическим трюком, она нарушала систему контроля мирового сообщества по атомной энергии. Но представьте, у вас где-то в море плавают компоненты для ядерного оружия. И хрен пойми, кто их получит и... что с этим потом сделает? Для Израиля Плюмбут стал одним из основных эпизодов цепочки обеспечения сырьем, без которого работа реактора и накопление обработанного материала были бы невозможны. Важно отметить, многие детали операции Плюмбут были долго задокументированными, а часть свидетельств фрагментирована. Поэтому в исторических сводках эта история часто фигурирует как операция, восстановленная по косвенным свидетельствам, коммерческим записям и журналистским расследованиям, как и все операции Израиля. Тем не менее, именно так, через хитроумные планы, подставные кампании и ночные перегрузки, огромная партия желтого кека по распространенной версии попадает в Израиль. А вот еще. В 1960-е и 1970-е годы вокруг американской атомной промышленности начали происходить странные события. На ряде заводов начали просто пропадать ядерные материалы, в основном из предприятия, известного под аббревиатурой НУМЕК. Часть высокообогащенного урана числилась как пропавшая, и это породило обширные расследования в СМИ, запросы в Конгресс и дела в архивах спецслужб. Часть материалов оказалась неучтенной, и в СМИ и в архивах обсуждали, не могли ли некоторые партии попасть за рубеж, в том числе и в Израиле. Это до сих пор остается спорной и лишь частично раскрытой версией. Важно, прямых и однозначных доказательств кражи урана из США в Израиль публично не установлено. Это область споров, расследований и подозрений с фрагментированными данными. Тем не менее, такие версии фигурируют в материалах спецслужб. Вообще США и СССР знали о подозрительных операциях. Разведданные указывали на строительство и потенциально военное назначение Димоны. Тем не менее, по политическим причинам, холодная война, региональная геополитика и стратегические интересы, многие страны выбрали политику молчания или мягкого давления, а не публичного разоблачения. Это позволило логистике и строительству продолжаться при аккуратной игре Израиля. Построение ядерного потенциала – это не только ученые и реактор. Без сырья и без надежных, тщательно скрытых каналов доставки весь проект просто бы не сдвинулся с места. Операции по закупке тяжелой воды, ночные перегрузки типа операции Плюмбат и скрытые маршруты поставок стали теми критическими узлами, где пересеклись геополитика и шпионские схемы. Именно эти логистические маневры превратили идею в реальность. Реактор заработал, материал накопился, и у Израиля появилось то самое оружие возмездия, о котором говорили политики и стратеги. Но построить реактор — это лишь половина дела. Другая половина — это обеспечить его материалами в обход табличек мирного использования. А также, когда уже все есть, прятать его от международного контроля. Чтобы обмануть посторонних, включая американских наблюдателей, на объекте делали сценировки, демонстративные мирные залы управления и образцовое отделение, куда водили гостей. В документах и воспоминаниях упоминаются тщательно подготовленные экскурсии для проверяющих, ограниченный доступ и продуманные маршруты. Все, чтобы внешние инспекции не увидели истинных намерений. И в 1963 году реактор в Димоне заработал, то есть был введен в эксплуатацию. Это считается официальной датой. В середине 1960-х начинается производство плутония. То есть с этого момента Израиль реально получает возможность накапливать материал для ядерного оружия. А вот в конце 1960-х, по оценкам американских и советских спецслужб, Израиль накапливает достаточное количество материала, чтобы изготавливать первые ядерные боеголовки. А догадывались ли США, что Израиль строит ядерный объект в пустыне? Ну, конечно же, они знали. Американская разведка начала замечать странное строительство в пустыне Негев еще в конце
1950-х годов. Первым сигналом стало сообщение корпоративного офицера в Тель-Авиве. Он передал в посольство, что неподалеку возводится объект, явно слишком масштабный для текстильной фабрики, о которой говорили израильтяне. В декабре 1960 года Joint Atomic Energy Intelligence Committee подготовил секретный отчет. Его вывод звучал тревожно. Комплекс под Димоной имеет установки по переработке и носит характер объекта, предназначенного для изготовления оружейного плутония. Тогда холодная война шла в разгаре, и появление ядерного игрока на Ближнем Востоке грозило дестабилизацией региона. США начали оказывать серьезное давление на Израиль, требуя допустить американских инспекторов на объект. Израиль официально продолжал утверждать, что речь идет о мирной программе. Центр исследований для энергетики и опреснения воды, либо текстильная фабрика. Но, как позже признавали сами американские дипломаты, все это выглядело уж слишком наигранно. Самое интересное было, когда Кеннеди был президентом. США в Вашингтоне окончательно убедились, что под Димоной строится вовсе не текстильная фабрика, а объект с явными признаками ядерного центра. Начался дипломатический кризис. Американские спутники и авиационная разведка зафиксировали масштабы стройки. И к декабрю 1960 года в Белом доме понимали, что Израиль идет к созданию ядерного оружия. Джон Кеннеди сделал этот вопрос одним из приоритетов ближневосточной политики. Его политика была такая: ни одна новая страна не должна входить в ядерный клуб. Иначе мир скатится в цепную реакцию гонки вооружений. Кеннеди напрямую требовал от Израиля допустить регулярные инспекции американских специалистов на объект в Димоне. В письмах к премьер-министру Давиду Бен-Гуриону, а затем к его преемнику Леви Эшколю, президент США настаивал: необходимо доказать, что программа носит исключительно мирный характер. Израиль, в свою очередь, отвечал в своем репертуаре. Визиты американских инспекторов проводились, конечно, но только в заранее подготовленные показательные помещения, о которых я вам говорил. Вся аппаратура и помещения, связанные с плутонием, тщательно скрывались за фальшивыми стенами и замаскированными проходами. Ученые разрабатывали целые сценарии объяснений, рассказывали о мирном исследовательском центре, показывали лаборатории, где якобы изучали опреснение воды для пустыни. В итоге Кеннеди не получил того, чего хотел, а Израиль не допустил ни одной важной проверки в критические зоны объекта. К концу 1960-х США и весь мир уже не сомневались: у Израиля есть все необходимое для создания ядерной бомбы. Спутниковые снимки, отчеты разведки, слухи из Европы – все указывало на то, что в Димоне уже есть плутоний. Президент США на тот момент Ричард Никсон тоже понимал, прямое давление на Израиль не сработает. Да, и на фоне холодной войны Вашингтону срочно нужен был союзник в регионе. Премьер-министр Голда Меир в сентябре 1969 года прилетает в Вашингтон. На встрече в Белом доме было достигнуто неформальное соглашение, вошедшее в историю как «Ядерная сделка Никсона и Меир». Есть, короче, у Израиля ядерное оружие. Суть соглашения. Израиль не объявляет официально о наличии ядерного оружия. Израиль не проводит испытаний и не демонстрирует свою бомбу миру. США, в свою очередь, закрывают глаза и прекращают давление. Так родилась израильская доктрина Амимут, то есть ядерная неопределенность. Израиль ни разу не опроверг и не подтвердил наличие у себя ядерного оружия. У нас нет ядерного оружия, но если потребуется, то мы его применим. 6 октября 1973 года начинается война судного дня. Египет и Сирия внезапно атакуют Израиль в Йом-Кипур, святейший день для страны. А знаете, какого числа Хамас начал вторжение в Израиль? 7 октября 2023 года, ровно через 50 лет после вторжения Египта и Сирии, в тот самый праздник. Я не знаю, что у Израиля с обороной в октябре, но мне кажется, Цахалу в эти дни нужно работать без выходных. Итак, первые дни войны складываются катастрофически. Фронт рушится. Армии арабских стран прорываются глубоко внутрь территории Израиля. Израиль просит дать ему оружие и поддержку, но США отвечают отказом. По данным рассекреченных материалов, в эти дни в Иерусалиме обсуждалась возможность применения ядерного оружия как крайней меры. Настолько были плохи дела. Израиль поднял в боевую готовность несколько носителей ядерных боеголовок. Фактически это был сигнал к Москве и Вашингтону:
Мы готовы пойти до конца. Слышали ли когда-нибудь о Самсоне, мифологическом герое в еврейской культуре, который плененный и ослепленный филистимлянами на Перу обрушил колонны храма, убив себя и тысячи врагов? То есть умереть самому и затащить врага за собой. Поняли, к чему я? Мы погибнем сами, но затащим за собой и миллионы врагов. Реакция США была мгновенной. Белый дом во главе с Никсоном и Генри Киссинджером, госсекретарь, организовал операцию «Никельграсс», срочную воздушную переброску в Израиль десятков тысяч тонн американского оружия и техники. Главная цель Вашингтона была проста – успокоить Израиль, чтобы не допустить ядерной эскалации. И хотя ядерный удар так и не был нанесен, сам факт обсуждения этой меры показал всему миру, у Израиля есть последний козырь. В 1970-е и 1980-е годы Израиль и Южноафриканская республика внезапно становятся естественными союзниками. На первый взгляд это может удивить, ведь страны находились на разных континентах, имели разную культуру и историю, но у них было кое-что общее. Международная изоляция. Южноафриканская республика в то время жила при режиме апартеида, подвергалась постоянным санкциям и бойкотам, а Израиль после арабо-израильских войн находился под постоянным давлением соседних государств и критикой на мировой арене. В такой ситуации оба государства начали искать партнеров вне привычных дипломатических блоков и нашли друг друга. Израиль обладал тем, чего не хватало ЮАР – передовыми военными технологиями. Израильская оборонная промышленность уже к тому времени заслужила репутацию одной из самых эффективных и инновационных. Израиль активно продавал оружие, стрелковое, артиллерию, ракеты, а также оказывал техническую помощь в развитии авиации. В частности, речь шла о доработках боевых самолетов, поставках ракетных технологий и даже совместных проектах по созданию баллистических систем. Южная Африка же могла предложить то, что Израилю было больше всего необходимо для его ядерной программы – богатейшие запасы урана. Именно обмен урана на технологии стал краеугольным камнем их тайного сотрудничества. Но на этом дело не ограничивалось. Израиль сталкивался с серьезной проблемой. Страна слишком мала и густо населена для проведения собственных ядерных испытаний. Вот, посмотрите на эту карту. Примерное население Ближнего Востока к 1979 году было более 112 миллионов человек. А теперь посмотрите на пустыню Негев, где находился тот самый Димонский реактор и где велись разработки. Площадь пустыни составляет всего 12,5 тысяч квадратных километров. И испытать настоящий боезаряд в таких условиях было практически невозможно. Любой подземный, наземный или атмосферный взрыв не остался бы незамеченным и вызвал бы международный скандал. И вот тут на помощь приходит Южная Африка. На ее территории, а точнее в акватории Южной Атлантики, находились обширные и практически необитаемые районы, например, вокруг островов Принц Эдуард и Марион. Это была идеальная площадка для секретных экспериментов, где можно было провести испытания, не опасаясь за утечки информации и реакцию соседей. И вот мы подходим к самому интересному. В сентябре 1979 года американский спутник Вела зафиксировал загадочную двойную вспышку над Южной Атлантикой. Такой световой профиль характерен именно для ядерной бомбы. Но официальные власти США тогда предпочли уйти от прямого ответа. Одни эксперты утверждали, что это может быть сбой аппаратуры или атмосферное явление. Другие настаивали, это был именно ядерный тест. В пользу последней версии говорили и косвенные факты. Необычные изменения в поведении животных в том регионе, следы радиоактивного йода в пробах овечьего молока в Австралии и необычная активность военных кораблей ЮАР. По мнению многих историков и специалистов в области ядерной безопасности, инцидент Вела с высокой вероятностью был именно совместным испытанием Израиля и Южной Африки. Израиль получал возможность проверить свой боезаряд в реальных условиях, а Южная Африка – доступ к опыту и технологиям, которые она позже могла использовать в собственной ядерной программе.
Таким образом, этот союз строился на взаимной выгоде. Уран и полигоны в обмен на оружие и технологии. Сегодня, конечно, обе стороны официально не признают факт сотрудничества в проведении ядерных испытаний. Израиль по-прежнему придерживается политики ядерной неопределенности, не подтверждая и не опровергая наличие своего арсенала. А Южная Африка в 1990-е отказалась от ядерного оружия и присоединилась к договору о нераспространении. Но если все же верить этим косвенным данным, история ядерного альянса ЮАР и Израиля остается одной из самых загадочных страниц в истории ядерной бомбы. Как весь мир уже окончательно понял, вот прямо на 100%, что у Израиля есть ядерная бомба. Мордехай Вануну. Кто он такой? Мордехай Вануну родился в семье евреев из Марокко, эмигрировавших в Израиль в 1963 году. В октябре 1971 года он был призван в армию обороны Израиля на 3 года и уволился в запас в звании старшего сержанта инженерных войск. После окончания службы поступил в Тель-Авивский университет на подготовительное отделение точных наук, но вскоре провалил экзамены и был вынужден прервать учебу. В 1976 году, прочитав объявление, что Центру ядерных исследований в Димоне требуются квалифицированные технические работники, Вануну проходит собеседование, оканчивает курсы техника и приступает к исполнению обязанностей диспетчером в цехе номер 2. В 1985 году Вануну, увидев свою фамилию в списке на увольнение, пронес на территорию объекта фотокамеру и отснял 57 редчайших кадров секретных отсеков ядерного центра в Димоне и, получив выходное пособие, улетает за границу. Сначала он улетает в Непал, где принимает буддизм, а затем в Австралию, где крестится. В 1985 году Вануну в Сиднее встретился с колумбийским журналистом Оскаром Геррера. Геррера уговорил Вануну рассказать об ядерной программе Израиля и опубликовать имевшиеся фотографии. В интервью лондонской газете Sunday Times Вануну сообщил, что Израиль проводит ядерную программу и располагает ядерным оружием. Но еще перед тем, как Sunday Times опубликовала эти снимки, в 1986 году Вануну в Риме был похищен агентами Моссада. В операции участвовал агент, женщина по имени Шерил Бентов, выступавшая в амплуа агента приманки под псевдонимом Селли Краун, и Вануну был отправлен в Израиль, где он был в ходе закрытого судебного процесса признан виновным в государственной измене. На протяжении 6 недель израильское правительство отрицало знания о местонахождении Вануну. То есть опять амимут. Все понимали, что он у них. До тех пор, пока ему самому тайком не удалось сообщить о своем местонахождении журналистам. Во время транспортировки в полицейском автобусе он выставлял ладонь, на которой он тайком написал сообщение Вануну М. ВОЗ Хиджекет 30.09.1986. За предательство и шпионаж Мордехай Вануну был приговорен к 18 годам заключения, из которых 11 лет он провел в строгой изоляции. В течение его пребывания в тюрьме его несколько раз предлагали в лауреаты Нобелевской премии мира. Некоторые университеты присвоили ему звание почетного доктора. В Израиле Вануну считается большинством населения предателем, в то время как за рубежом по отношению к нему существует определенный уровень симпатии и поддержки. 21 апреля 2004 года Вануну после отбытия полного срока был освобожден из заключения со строгими ограничениями. В частности, ему нельзя покидать Израиль, приближаться к иностранным посольствам, и он был обязан докладывать о запланированных передвижениях. Кроме того, ему запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью, а также общаться с зарубежными журналистами. Несмотря на запреты, он дал уже свыше 100 интервью, из-за чего его снова несколько раз арестовывали. После выхода из тюрьмы проживал на территории Англиканской церкви Святого Георгия в Иерусалиме, а в 2010 году перебрался в Тель-Авив. Вплоть до наших дней Мордехай Вануну каждые пару лет подает ходатайство о том, чтобы отказаться от израильского паспорта и выехать из Израиля, но каждый раз получает отказ. Для сторонников ядерного разоружения Вануну стал символом мира и предателем для израильских властей. Израиль же продолжил политику ядерной неопределенности и, как всегда, не подтвердил и не опроверг.
После разоблачений от Мордехая Вануну, как я говорил, уже на 100% все понимали, что Израиль становится новой ядерной державой. По разным данным, Израиль на данный момент накопил от 80 до 200 ядерных боеголовок. Иметь ядерную бомбу – это лишь половина дела. Как же ее донести до цели? Что же есть у Израиля? Межконтинентальные ракеты Иерихон, дальность до 5000 километров, способные достичь не только Ближнего Востока, но и Европы, части Азии и Африки. Бомбардировщики F-15, F-16 и даже F-35 также могут нести ядерные бомбы. Подводные лодки класса «Дельфин» немецкой постройки оснащены крылатыми ракетами и ядерными боеголовками, обеспечивая Израилю стратегию второго удара, то есть ответный удар даже в случае уничтожения страны. Еще один важный факт. Израиль никогда не подписывал договор о нераспространении ядерного оружия. США и союзники фактически закрывают глаза, считая арсенал сдерживающим фактором на Ближнем Востоке. Таким образом, Израиль остается единственной ядерной державой Ближнего Востока и единственной страной, которая неофициально имеет ядерный арсенал. И именно этот невидимый арсенал, о котором не говорят официально, но он играет ключевую роль в балансе сил Ближнего Востока. У нас нет ядерного оружия, но если потребуется, то мы его применим. Ну что, как вам видео? Тоже думал, что знаю все про ядерную историю Израиля, а оно оказалось вот как. Интересно послушать ваши размышления на этот счет, и еще более интересно, что напишите в комментариях, и какой вывод после этого видео вы сделали. А еще, если вы досмотрели, то, наверное, заметили, что у меня есть вот такая табличка. Речь, конечно, не идет о серебряной кнопке, но мечта 10 тысяч подписчиков было бы очень круто, поэтому испытай удачу. Подпишись. И спасибо за просмотр. Скоро увидимся.